Ты снова на канале IT User Help, а это значит, что время для новых видеоуроков по Windows, Android, iOS и прочим программным продуктам. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как добавить фото-вспышку на любой смартфон Android на фронтальную видеокамеру. Если ты часто делаешь селфи, снимаешь сторис в Instagram, ВКонтакте и в прочие социальные сети, и при этом делаешь это зачастую в условиях плохой освещенности, то тебе пригодится этот видеоурок, потому что в нем я расскажу, что в любой смартфон с операционной системой Android можно добавить фото-вспышку на фронтальную камеру. И не теряя времени, давай приступим. Для этого тебе нужно перейти в Google Play Market и в поиске вбить английскими символами, так как ввожу я Selfie Flash. Вводишь и нажимаешь поиск. Тебе нужно приложение Selfie Flash от производителя Reactive Studios. Обрати внимание на иконку и на производителя разработчика этого приложения Reactive Studio. Именно это приложение мы и будем устанавливать. Устанавливаем, скачиваем и открываем. В новых версиях Android такая функция есть по умолчанию, но на родную камеру. Смысл этой функции заключается в том, что во время использования фронтальной камеры, когда вы собираетесь сделать селфи либо сторис, дисплей увеличивает яркость на максимум, и соответственно этот свет отражается у вас в лице и делает фотографию намного ярче, четче и намного качественнее получается снимок в условиях плохой освещенности. Итак, мы скачали, установили и открыли. Нас приветствует небольшое ознакомление и показывает функционал этого приложения. Нажимаем на красную стрелочку «Далее». Далее нам нужно выбрать All Camera Overlay пункт и предоставить доступ этому приложению к наложению поверх других окон. Нам нужно перевести этот ползунок вправо в включенное состояние, и далее мы можем возвращаться назад. Наше приложение готово к использованию. Нажимаем еще раз галочку, и здесь вверху у нас ползунок, который включает и выключает эту службу. То есть при включении этого ползунка у нас при включенной фронтальной камере будет точка посредине камеры, нажав на которую подсветится экран. Давай прямо сейчас проверим. То есть включили ползунок вправо, он загорелся красным, значит сервис работает. Далее, когда мы будем использовать фронтальную камеру, когда запустим, сейчас я запустил заднюю камеру, ничего нет. Когда я запускаю фронтальную камеру, как видишь сейчас, по центру экрана появился и кружок. Нажимаем ОК, чтобы скрыть это сообщение. Можешь удержать его и переместить куда-нибудь, чтобы не мешался, к примеру. А при коротком нажатии на этот кружок у нас появляется белый круг, который светится очень ярко, и при этом этот цвет у нас будет добавлять яркости нашему фото. Нажали, и при этом у нас есть задний фон, на котором мы видим само селфи, что будет появляться. Он исчезает автоматически через некоторое время, буквально 5 секунд, чего достаточно для того, чтобы сделать фотографию. Хочу обратить внимание, что этот сервис у нас работает это служба, которая работает в фоне. И хотя в Android уже
современных оптимизировано, и такие службы не потребляют энергию, когда они не работают. Я все же советую отключать эту функцию тогда, когда ей не пользуетесь. То есть, если вы собираетесь сделать селфи, либо записать сторис, взяли, включили ее, пошли в камеру, сделали селфи, и потом вернулись сюда и отключили. Это будет гарантия того, что аккумулятор не будет расходоваться излишне. На этом у меня, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Всем пока!